не закончим вовремя. Меня зовут Маркевич Андрей Михайлович, я профессор Экономической школы и профессор экономической истории. Моя лекция будет посвящена экономической истории. И если вы рассматриваете возможность выступления на совместном лауреате Высшей школы экономики Российской экономической школы, вы, наверное, знаете, что наряду с солидной математической подготовкой, с обязательным, естественно, курсом по экономике, совместный лауреат задуман так, чтобы он должен давать широкое образование не только в области экономики и математики, математика – современный язык экономики, но и широкую базу в общественных дисциплинах, в первую очередь, в гуманитарных дисциплинах. И, соответственно, история, и особенно экономическая история – это важная составляющая обучения на программе этого бакалавриата. Моя лекция призвана проиллюстрировать возможность и нужность экономической истории для экономистов. С одной стороны, как общеобразовательный курс, поскольку надо знать, что происходило с экономикой в прошлом, и с другой стороны, я попытаюсь вам показать, что экономическая история полезна для экономистов не только с точки зрения общего образования, а как курс, который именно в истории мы можем... История содержит много полезных феноменов, событий, процессов, которые интересны с экономической точки зрения, и которые мы можем, эти процессы экономические, мы можем анализировать только на экономических данных, потому что часто современные аналоги и феномены отсутствуют. И этим экономическая история интересна в том числе для экономистов. Ну и кроме того, процесс экономического роста в долгосрочной перспективе – это также то, чем занимается экономическая история. Собственно, сегодня моя лекция будет посвящена именно макроэкономической истории России, экономической истории в долгосрочной перспективе, в долгой перспективе, экономическому росту за столетия или даже за тысячелетия. И я сосредоточусь вокруг трех вопросов. Первое, насколько богата Россия была в прошлом, когда экономическое развитие страны было успешным, мы будем обсуждать динамику экономического роста России, СССР, Российской Федерации за последние 150 лет. А также буду обсуждать, какой период был наиболее успешным, и буду говорить о том, какие реформы в истории страны препятствовали, какие способствовали экономическому росту на примере двух реформ, на примере Столыпинской реформы начала 20 века, забегая вперед, она была достаточно успешной с точки зрения стимулирования экономического роста. И второе, я буду говорить об одной из советских реформ, ключевых реформ по управлению экономикой середины прошлого века, реформы совнархозов. Подробнее скажу об этом позднее. Но прежде чем говорить, собственно, о макроэкономической истории, первое, что я хочу сказать, откуда мы вообще знаем, каков был экономический рост в прошлом. Кто знает, как мы можем судить, насколько богата была экономика или в той или иной страны в прошлом, насколько богаты были люди, откуда мы вообще можем это знать? Какие-нибудь идеи есть? Ну, хорошо, откуда вы знаете, насколько страны богаты сейчас? По ВВП на душу населения. Кто его считает? Берется снег, падает. Государственный комитет по статистике, по крайней мере, в России занимается этой работой, но есть много других. В каждой стране есть национальные комитеты, которые занимаются сбором статистики, расчетом базовых показателей, в первую очередь показателей ВВП. Но когда вообще люди начали считать ВВП, вы знаете? Сейчас мы знаем, сейчас это считает Росстат. В России недавно. Что? В России совсем недавно. Совсем недавно. Когда? Ну, где-то в 90-х годах. В 90-х годах. Соответственно, что мы знаем до 90-х годов? Если вообще, можем ли мы вообще что-то сказать? Если
ВВП не считали. Количество произведенных валенок и килограммов сыра. Да. Это считали, без всякого сомнения. Но это тоже начали считать, условно, с конца 19 века. До этого мы можем что-то сказать? Ну, то есть, когда появились первые статистические офисы в мире, появились примерно в 70-е и 80-е годы 19 века. И вот считали выпуск стали, угля, паровозов, когда появилось электричество и так далее, урожайность, все это считали, поэтому все не было только все вместе будет посчитанные в соответствующих деньгах, прибавленные, сложенные вместе с услугами, вот тогда будет хуже. Но хорошо, это мы можем как-то пытаться сделать. Но до этого, когда статистический комитет, откуда мы вообще что-то можем судить о богатстве страны 1000 лет, 2000 лет? Вообще можем или нет? Вообще надо ли нам? По количеству богатых людей. Да, уж как-нибудь В Риме это патриции. Сколько у кого замков, сколько у кого сундуков. Ну а хорошо, откуда мы знаем, сколько у кого замков, сколько у кого сундуков? Из летописей. Нет, из летописи такого неизвестно. Ну хорошо, поедем сразу дальше. Часть этого слайда мы уже обсудили. Но главное, что откуда мы знаем, сколько у нас богатства в прошлом, мы знаем из фискальных документов. Потому что государство хотело собирать налоги. Если вы хотите собирать налоги, вы хотите знать, насколько богаты ваши подданные. Потому что, соответственно, переобложить налогами тоже плохо, потому что государство хочет собрать больше не в каждый конкретный, не в данный конкретный период времени, а за какой-то длительный период. Соответственно, если переобложить налогами сейчас, то соберутся налогами, невозможно собрать налоги в будущем. Максимизация не в конкретный период налогов во времени. Соответственно, надо знать налоговую базу. И это то, что делали государства во всех странах, правительства во всех странах во все времена, начиная с Рима, Китая, в Англии это книга страшного суда XI века. Если мы говорим о России, то списовые книги появляются в XVI веке, и уже они описывают богатство тех или иных районов. Систематически уже с XVIII века одномоментно производятся ревизии, которые описывают количество населения, податное, его сословие, и оттуда мы можем, по крайней мере, посчитать количество населения, мы можем посчитать урожайность из других источников, и поскольку в основном экономика сельскохозяйственная, мы можем за счет каких-то прикидок помножить одно на другое, и в итоге попытаться восстановить валовый внутренний продукт. И вот это все делают экономические историки, делают уже 50 лет. То есть вот с тех пор, как начали строить так называемую систему национальных счетов, главный ее показатель валовый внутренний продукт с послевоенного периода, одновременно стал вопрос, а что было раньше? Потому что вы не можете понять, насколько вы успешны сейчас, если вы не знаете, насколько вы богаты вы были в прошлом. Чтобы посчитать темпы роста, надо посчитать по периоду, как минимум. И, соответственно, собственно, с 50 лет назад, с времен Саймона Кузница, который придумал систему национальных счетов, одновременно появилась экономическая история по расчету национальных счетов и валового внутреннего продукта в прошлом. И было очень сделано много за эти 50 лет, и результат вы можете видеть по этому адресу, где лежит база данных Андреса Мэдисона, наверное, самого известного экономического историка последнего времени, который посвятил свою жизнь сбору и расчету данных. Экономическая история это не только и не столько сбор и расчет данных, но без данных она невозможна, потому что экономические историки точно так же, как экономисты, работают с цифрами, просто сначала экономическим историкам надо эти цифры восстановить. Соответственно, и там есть Россия. И отсюда мы можем узнать, насколько Россия была богата в прошлом. И я вам показываю выдержку из базы данных Андреса Мэдисона с
вещей можно сказать уже из этой простой таблицы. Первое, что вы можете видеть, что темпы роста крайне медленные. В первые полторы тысячи лет, то есть если посмотрим на мир в целом, средняя ВВП в мире увеличивается примерно в 1,5 раза за почти 2000 лет. Тогда как за последние 200 лет происходит ВВП на душу в среднем мире увеличивается более чем в 10 раз. А если мы посмотрим самые развитые страны, то более чем 20 или 30 раз. Соответственно, скажите мне, что происходит вот здесь, 1720 год. Промышленная революция. Новейшая история. Абсолютно точно. Происходит промышленная революция. Технологии начинают играть значительно большую роль в жизни общества, чем они играли раньше, если первые до 1720 года условно. Общество в основном аграрное, постепенно происходит переход в изменение структуры производства, появляется промышленность, соответственно, резко увеличивается темп экономического развития, и связано это в первую очередь с появлением новых технологий, новых секторов. Вы можете видеть еще другую интересную вещь, что примерно начиная с, если в начале периода, первые тысячи лет условно, все страны находятся примерно на одном и том же уровне, в районе $400-500 1990 года. Это просто категория, в которой все это рассчитывается до удобства сопоставления. Они все находятся примерно на одном и том же уровне. $400 это минимум, называемый минимум, минимальный прожиточный уровень, который рассчитанный он, меньше которого выживание невозможно. Весь мир условно одинаково беден и одинаков в своем развитии. Но в дальнейшем, что происходит? Происходит ускорение развития Европы и постепенное расхождение между Европой сначала и потом всеми западными колониями, которые здесь с белым населением, которые здесь представлены в США, и остальным миром, Восточной Европы, в том числе Китая. И это так называемое великое расхождение уровня жизни между Европой и Азией. И где находится Россия в этой истории, легко видеть, что Россия находится в группе, которая не в группе лидеров, а в группе отстающих стран вместе с Восточной Европой, вместе с Китаем и вообще на уровне мира в среднем. То есть Россия на протяжении всей своей истории это такой среднячок, который все время пытается догнать лидеров. И в сущности это то, что определило русскую экономическую историю как историю догоняющего развития, попытки все время перевести страну из большинства реформ было об этом, перевести страну из догоняющего пути, из группы, вот этой второй группы развивающихся стран в группу лидеров. Но если мы говорим о последних 200 лет, или скорее 150 лет, то здесь, как вы видите, несмотря на большой, здесь на графике отложены две вещи. Отложен ВВП на душу населения в России за последние 140 лет в долларах 90-го года, по левой шкале черные точки полные. И одновременно показан уровень развития России в процентах от США в соответствующий год. То есть, несмотря на огромное развитие за эти 130 лет, путь пройденный порядка $1000 1990 года на душу населения до порядка 7000 к концу 80-х, или к
1885 года нам известно погодовое ВВП, реконструированное разными авторами. И, наконец, мы теперь знаем всю динамику. Легко видеть всю нашу историю в этом графике. Что это такое? Падение. Откуда такое огромное падение? Революция. Ну, революция, скорее, гражданская война, но революция это уже, да. А вот это падение, что такое? Война. Перестройка. Что? Перестройка. Это период, да, 90-е годы. Но теперь вопрос, как выглядят темпы роста за все эти периоды, если мы посчитаем за каждый период. Ну, периоды я выделил так, как их обычно выделяют историки, глядя на политическую историю и на изменения в экономической политике. То есть условно революционная экономика до Первой мировой войны, или экономика царской империи, которая развивалась на рыночных рельсах, в основе лежали рыночные отношения. После этого период Первой мировой гражданской войны, период войн, период новой экономической политики, период первых сталинских пятилеток, Великая Отечественная война, послевоенный период, классический период советского развития с конца войны до 1989 года, когда начинается падение, переходный период 90-х и период восстановления до кризиса 2007 года. И, как вы видите, и это средний темп роста ВВП на душу в каждый соответствующий период. Соответственно, вы видите 1,86. Отрицательный темп роста. Что такое отрицательный темп роста? Упадок. Что? Упадок, снижение. Нет, ну вообще, если ничего не производилось фактически, а только потреблялось, откуда же прирост-то быть? Конечно, правильно. Поэтому, соответственно, нет. Потреблялось только то, что производилось, иначе вы должны заимствовать у кого-то. Если вы у кого-то заимствуете, вам должен кто-то давать. Ну хорошо, в таком случае запасов нет. Войны, и это было, в Первой мировой войне, да, были заимствования, но в гражданскую войну это уже меньше, поэтому это потреблялось то, что производилось. Просто экономика упала от 100% до 40% к 2020 году. НЭП восстановление, и дальше развитие, война, опять же, развитие, падение и прирост. Скажите мне, пожалуйста, глядя на эту табличку, какой период самый успешный? Простой вопрос. НЭП самый. Самый успешный период НЭП. А потом? Самый успешный здесь получается послевоенный период. Потому что если считать, что на 12% упало, ну почти на 13%, и к этому уровню плюс 10, то это получается прирост всего 2%. Нет, вы не можете складывать эти цифры, потому что это средний год, и периоды по длительности не равны друг другу. Поэтому и база разная. Поэтому вы не можете вычитать. Ну, то есть точка отсчета, она едина. Мы правильно. То есть, соответственно, если вы сравниваете абсолютный темп роста, то, как вы сказали, получается самый успешный период — это новая экономическая политика и последние 10 лет до кризиса. Но проблема с этим, что каждый из этих самых успешных периодов, когда супер быстрый темп роста, на самом деле таких темпов просто не бывает в реальной жизни. 10% не бывает. Невозможно, ничто не может расти на 1/10, экономика не может расти со скоростью увеличения на 1/10 каждый год. Каждому из этих успешных периодов предшествовал период падения. Соответственно, что это значит? Что у вас рост начинается с низкой базы. Когда рост начинается с низкой базы, расти очень легко. Ну, просто потому что в процентном отношении вам нужно меньше вырасти, если у вас низкая база. Понятно? Это первый момент.
Второй момент, что когда у вас есть падение, это значит, что у вас есть незадействованные мощности. Что в этом случае, что в случае НЭПа, что в случае 2000-х годов, либо, по крайней мере, рабочая сила. Какие-то есть структурные проблемы, из-за чего происходит падение, и по мере того, как они преодолеваются, соответственно, вы, по крайней мере, можете наращивать рабочую силу и таким образом расти. Соответственно, если мы подходим, соответственно, проблема с выбором НЭПа и последнего десятилетия как успешного периода, что есть такие, что каждый из них находился в незаслуженно выгодной позиции для роста. Другой критерий, который может быть, это если вы будете думать, как идет развитие относительно тренда. Если вы посмотрите здесь, то следующий, значит, если мы исключим период НЭПа и период кризисный, тогда, соответственно, у нас самый лучший период это какой? Советский. Что период первых пятилеток, который выглядит еще лучше, чем период послевоенных пятилеток. Что послевоенный период. Но проблема в том, что, по крайней мере, с послевоенным периодом, с довоенным периодом, что если вы подумаете, что есть некий тренд, за счет чего, только что говорили о промышленной революции, и, не знаю, если вы когда-нибудь что-нибудь слышали о модели Солу, за счет чего происходит экономический рост. А у вас была уже лекция по макроэкономике, значит, вы должны были, наверное, слышать хоть что-то по модели Солу. Либо улучшение развитие технологий, либо количество ресурсов. Либо количество ресурсов. Но если вы подумаете, что технологии растут с одинаковой скоростью, что правда в мире. И в годы войн, когда происходит падение, технологии не останавливаются в своем росте. И 20-е, и 30-е годы успешного развития технологического прогресса. Появляются целые отрасли, типа автомобилестроения, электричества и так далее. Соответственно, если вы подумаете, что есть это развитие, то, соответственно, вы можете думать о наличии какого-то тренда, относительно которого должна расти экономика. И, соответственно, период столетских пятилеток – это возврат тренда. Даже, понятно, что каков этот тренд, точно сказать крайне сложно, но идея понятна, что если есть тренд, то он должен быть, темпы роста должны быть примерно таким пролонгированные относительно нормального периода мирного до Первой мировой войны. Соответственно, весь этот успех и супербурный рост – это не более чем возврат тренда. В послевоенный период, вы видите, если мы, по крайней мере, так рисуем тренд, то есть превышение этого тренда, соответственно, казалось бы, должны сказать, что это хороший период роста. Но есть все равно проблемы с этим. Насколько мы можем считать поздний советский период успешным в плане экономического роста. Потому что если вы подумаете, то можно ввести другой критерий. Рост, только что говорили о затратах, технологическом прогрессе, то есть каков экономический рост относительно тех затрат, которые сделаны. Экономика от чего растет? От того, что у вас есть капитал, технологии и, в первую очередь, земля, модель. Соответственно, чем больше вы вкладываете, чем больше у вас инвестиций, тем больше у вас должен быть рост. Чем больше у вас инвестиций труда, тем больше у вас должен быть рост. Понятно, что я упрощаю критерий. И, соответственно, другой критерий, который может быть, это каков ваш рост относительно ваших инвестиций, относительно вашего вклада, относительно вашего вклада труда и капитала. Соответственно, вы можете попытаться посчитать, что такое норма в каждый конкретный период, глядя на средний рост в мире, на среднее количество инвестиций и вклада труда в мире, и посмотреть на то, какой происходит, если сделав некоторые предположения о производственной функции, вы можете считать, каков должен быть нормальный рост в данных условиях, в данный период при таких вкладах. И, соответственно, если мы все это сделаем для послевоенного периода, для которого есть много данных для разных стран, и более
мировой банк имеет данные по 108 странам. И сравним, и посчитаем все, посмотрим, каковы были темпы роста населения, каковы были инвестиции относительно ВВП в среднем за эти годы в мире, какова была доля школьников, получавших среднее образование. Почему это важно? Потому что понятно, что более образованные люди работают лучше. Вам надо учитывать не только количество рабочей силы, но и качество его. И после этого посчитаем, каков должен быть предсказанный рост, посчитаем эти параметры и сравним, подставим советские данные, то получим, что первое, что мы видим, что советская экономика была более затратной. То есть в советской экономике было больше инвестиций в ВВП, чем в процентном отношении ВВП, чем в других странах. То есть больше капитальных вложений, больше строилось заводов, больше строилось больших заводов. И было больше гораздо инвестиций в образование. В советской программе ликвидации неграмотности сначала, потом всеобщего среднего образования. Естественно, соответственно, это было больше вещи. Но если мы посчитаем, какой должен быть предсказанный рост на основе тех параметров, которые мы рассчитали на среднем мировом данных в послевоенный период, то выясняется, что он должен был бы быть при таких показателях, при таких вкладах, он должен был бы быть порядка 4,7%. Тогда как, если мы берем период с 60 по 89 год, он на самом деле получается только 2,36%. Соответственно, недосчитанный рост, недопроизведенный экономика не доросла в среднем каждый год на 2,3%. Соответственно, если вы при тех затратах, которые были сделаны, при тех инвестициях, которые делались и в образование, и в капитал, рост должен был происходить гораздо быстрее. Это и есть затратная экономика, то есть экстенсивная экономика. Нету технологический прогресс плохо используется, или нет недостаточные стимулы к эффективному использованию ресурсов. Соответственно, если мы предъявляем критерий, каков бы был максимально возможный рост каков был рост относительно потенциала, соответственно, период послевоенный оказывается под подозрением в этой дискуссии, когда же был наиболее успешная модель развития России за последние 130 лет. Но что у нас остается? У нас остается, как вы понимаете, период дореволюционной экономики, но тут уже мы не можем повторить это упражнение по расчету среднего, как Россия выглядела, как русский рост относительно тех затрат, что был в России, выглядел относительно других стран. Почему? Потому что у нас нет, например, данного капитала для этого периода. Соответственно, все наши оценки становятся более шаткими. Но даже если мы думаем, пытаемся оценить экономическое развитие в реформной России или в революционной России, вы должны, как экономисты, в отличие от историков, думают всегда в терминах контрфактических сценариев. То есть, если вы хотите оценить что-то, вам надо подумать, а было ли лучший вариант, относительно где критерии, по которым мы это оцениваем. Это то, о чем я хотел сейчас говорить на примере Столыпинской реформы, на примере отмены крепостного права и на примере развития сельскохозяйственного сектора в Российской империи в пореформенную эпоху. Но вот скажите мне, что вы знаете об отмене крепостного права? И вообще, должно как-то это было сказаться на экономике или нет? Хоть что-то вы знаете? Должна была появиться свободная рабочая сила, то есть рынок рабочей силы.
должен был расшириться. По крайней мере, в сельском хозяйстве. Да. Свободный труд, он как бы более эффективный, чем рабский. Да, если мы считаем первое, что обычно возникает во всех таких дискуссиях, что свободный труд, стимулы к труду у свободных больше, чем у крепостных или рабского, соответственно, по идее, это должно было привести к улучшению эффективности. То есть, соответственно, опять же, если мы говорим о развитии в реформенную эпоху, казалось бы, должен был бы быть успех. Но, что вы знаете, вот, отменили крепостное право, какие институты ввели, какие правила игры установили для русской деревни, как крестьяне должны жить вообще, что им, какой главный институт был в реформе деревни, кому принадлежала земля? Помещик. Так, первый вариант. Ну, где-то половина земли принадлежала помещику. Кому принадлежала вторая половина земли? Вам должны были еще платить какую-то сумму, чтобы ее Были выплаченные платежи. Образовывали союзы такие, из них надо было, чтобы выйти, там надо было... Союзы? Община. Община, да. Ключевое слово. Община, да. Что такое община? И почему она так важна для разговора о экономическом развитии экономики Российской империи и почему ее создали? Знаете? Общину создали специально. Она существовала и раньше, но ее юридически закрепили и оформили по силу нескольких причин. Во-первых, государство хотело упростить себе задачу сбора налогов с крестьян. В общине существовала круговая порука. То есть, если мы с вами живем в одной деревне, живем в одной общине, каждый ответственен за выплату налогов другого. То есть, если я богатый, а вы бедный, вы не смогли заплатить налог, но я как богатый должен платить за вас. Соответственно, как вы понимаете, возникает так называемая проблема безбилетника, которая классическая проблема экономической теории. Другая причина, по которой создавалась община, это ее создавали для поддержания минимального уровня жизни в деревне и порядка. Причем здесь, порядок – это административный функция общины. То есть раньше был помещик, который отвечал за порядок в деревне, теперь это община. Как община поддерживала минимальный уровень жизни, я сейчас буду говорить. Главное, что делал, если мы говорим о влиянии общины на экономику, главное, что делала община, это то, что община являлась коллективным собственником земли. Потому что сказали, что помещик владел половиной земли, второй половиной земли владела община. Крестьяне индивидуально не владели никакой землей. Более того, для большей части общин, которые существовали, для 80% русских общин, существовали так называемые периодические переделы земли внутри общины. Для чего это сделано? Как раз для поддержания минимального уровня жизни в деревне. То есть идея была, что мы пытаемся сохранить для всех одинаковый уровень, не даем возникать расслоению внутри деревни, периодически всех наделяем землей из общинного фонда и периодически переделяем эту землю, таким образом поддерживаем равенство и минимальный уровень жизни, таким образом боремся с потенциальными политическими протестами. То есть, о чем беспокоилось русское правительство в 1761 году? Она глядела на революцию 1848 года в Европе, в первую очередь в Германии, и Австро-Венгрии, и Франции тоже, и, соответственно, беспокоилась о том, что люмпины, обнищавшие крестьяне, это потенциальные участники восстания. Соответственно, создадим такой институт, который будет уравнивать среднее благосостояние и поддерживать минимум жизни, минимальный уровень жизни. Но что это политическая причина? Но какие следствия это имеет для экономики? Если у вас
есть периодический передел земли. Что это значит? Помимо того, что здесь написано. Можно, конечно, прочитать, но скажите. Один из ключевых вопросов экономики, как должны быть закреплены права собственности. Вообще, важны ли права собственности для экономического роста? Еще раз, при переделах у крестьян не возникает прав собственности на землю. Периодически, это что означает? Это означает, что у вас нет инвестиций в землю. Нет стимулов к инвестициям в землю. Нет стимулов к инвестициям в землю. Нет стимулов повышать урожайность земли. Нет стимулов повышать урожайность земли. Нет экономического роста. Ну, какие инвестиции в землю в этот период? Простые, это навоз. Но если у вас есть переделы, то у вас есть тенденция переэксплуатировать ваш участок, потому что вы знаете, что через какое-то время у вас его отберут, и вам дадут другой участок. Соответственно, у вас временной горизонт, о котором вы думаете об этом участке, короткий. И возникает так называемая трагедия общин. Другая, не менее известная проблема микроэкономики, которой станете учиться в экономической программе, вы столкнетесь в первом же курсе микроэкономики. Соответственно, к чему это ведет? Это ведет к ограниченным инвестициям в землю, проблемы с экономическим развитием, идет к ограниченному развитию рынка земли, потому что у вас нет рынка земли, вы можете продавать и покупать землю. Соответственно, это что значит? Это значит, что земля не перераспределяется в пользу наиболее эффективных собственников. Потому что у вас, если я считаю, что рынок позволяет наиболее эффективно покупать эту землю по немножко более высокой цене, потому что они более эффективны, они в состоянии лучше использовать. И, соответственно, земля переходит к ним, и за счет этого повышается общая производительность. А если у вас переделы, то, соответственно, у вас нет этого рынка земли, нет этого перераспределения. Более того, именно из-за того, что у вас возникает вот это вот всеобщее социальное обеспечение за счет земли и земельного фонда общины, то есть у вас общинный фонд перераспределяется между всеми едоками. Что происходит? Происходит то, что у вас нет стимулов ограничивать вашу семью демографически. Сколько детей? Русские семьи большие, это известно. Но при этом огромная бедность в русской деревне. Не проще ли, если такая бедность, не проще ли ограничить количество детей в семье, чтобы не плодить нищету, что называется? И откуда это берется? Берется это в том числе оттуда, что у вас вот эти периодические переделы, они распределяют землю по едокам. Соответственно, сколько, опять же, трагедия общин в другом виде. У вас нет, вы знаете, сколько бы у вас детей не было, то вам вам перераспределят землю в равных долях. Да, она будет меньше, но если все остальные не увеличивают свои семьи, то уменьшение небольшое, именно за счет того, что средний размер на душу делится на все население деревни. Но поскольку такие стимулы в таком поведении у всех, то, соответственно, это ведет к существенному уменьшению. Единственное решение – это коллективное действие. Коллективное действие – крайне совместное коллективное ограничение рождаемости для того, чтобы избежать так называемого земельного голода, малого количества земли, на одно, с которого тяжело прокормиться. Соответственно, другое последствие реформы 1961 года на потенциал экономического роста. Другие следствия реформы – это
Да, другое следствие уравнительного распределения земли — это так называемые через полосицы. Потому что вы хотите, идея, чтобы обеспечить равенство внутри общины, соответственно, вся земля делится на длинные полосы, потому что земля различается по качеству. Соответственно, надо нарезать длинную полосу, которая дает некое равенство в качестве земли, и эти полосы распределить между отдельными домохозяйствами, причем эти полосы могут быть в разных частях деревни. Отсюда возникает вот это вот через полосицы. К чему это ведет? Это ведет в первую очередь к тому, что если у вас полоса вот такой ширины, слева полоса одного вашего соседа, справа полоса другого вашего соседа, вы не можете использовать никакие новые агротехнологии. Вы можете сказать, что какие агротехнологии в 19 веке уже есть. Уже есть сеялки, и появляются машины, по крайней мере, в Америке и в Англии экспорт машин возможен, помещики их применяют. Почему их не применяют крестьяне? В том числе из-за того, что у вас это через полосицы. Просто невыгодно на таких длинных отрезках это делать. Крестьяне зависят от принудительного севооборота общин. То есть, поскольку все зависят друг от друга, решение о том, что сеять, сколько сеять, принимается коллективно деревня. К чему это ведет? Опять же, к тому, что наиболее предприимчивые и способные не могут решаться, не могут применять лучшие технологии. Опять же, проблемы с эффективностью. И, наконец, третье, о чем я уже говорил, это круговая порука в выплате налогов и проблема безбилетника. Соответственно, община решает на то, что делают крестьяне, куда они идут и чем они занимаются, потому что есть круговая ответственность, круговая порука в выплате налогов. Даже если вы решаете перейти в город, вы все равно ответственны за выплату налогов в своей деревне. Соответственно, прежде чем дать вам разрешение на миграцию в город, дать вам паспорт, община долго думает. К чему это ведет? Это ведет к тому, что у вас может быть неэффективное распределение ресурсов между разными частями страны и между городом и деревней. Потому что у вас есть административные барьеры, которые мешают труду следовать туда, где можно заработать наибольшие деньги, плохо от этого становится всем. Это пример того, как крестьянская реформа была неэффективна, поскольку я обещал, что я буду говорить про Столыпинскую реформу. Столыпинская реформа — это как раз пример того, что вот эти все вещи, о которых я говорил, следствия общины, негативно влияют на экономическое развитие. И Столыпинская реформа — это та реформа, которая отменяет большинство из этих ограничений. И, как мы видим, как выясняется, отмена этих ограничений существенно увеличивает эффективность русской экономики и увеличивает способствует экономическому росту. Значит, что делала Столыпинская реформа? Столыпинская реформа давала возможность, главное, что из общины не было выхода. Вы не могли по собственному выходу, по собственному желанию выйти из общины. Только Столыпинская реформа давала такое право, давала возможность выйти из общины и приватизировать землю. И давала возможность решения проблемы стимулов к инвестициям в землю, решения проблемы поведения рынка земли. Другой аспект — это то, что Столыпинская реформа давала право объединения земельных отрезков к одному месту. Соответственно, это решение этой проблемы через полосицы. И решение проблемы использования новых технологий и нового севооборота. Соответственно, опять же, вопрос потенциально могло способствовать росту урожайности. Но вы можете сказать, что все это пока что теоретические рассуждения, что в случае
крепостного права, по крайней мере, так, как я вам рассказывал, что в случае Столыпинской реформы это не более как теоретические аргументы, на практике что-то могло не работать или могли появляться какие-то дополнительные институты. Дополнительные эффекты, которые мы не учитывали, или видоизменяться институт общины, который вкладывал негативные черты, за счет этого, соответственно, Столыпинская реформа могла не работать, которая преодолевала эти негативные черты. Но важно то, что, и это то, что делают экономические историки, анализируя прошлое, что многие из этих эффектов можно поверить. Как экономисты используют статистические методы для того, чтобы анализировать современные явления, собирают статистику, делают расчеты, точно то же самое делают экономические историки, только на исторических данных. В случае Столыпинской реформы это можно сделать, и поскольку у нас есть, помимо передельной общины, у нас есть так называемая подворная община, в которой не было переделов земли, соответственно, сравнив поведение передельной общины и подворной общины до и после периода реформы, мы можем сделать заключение о эффекте переделов на интересующие нас явления. То есть, условно, если мы думаем, что до периода реформы есть некая разница между передельной общиной и подворной общиной, и сразу просто фиксируем эту разницу, после реформы, которая описывается другими причинами, после реформы мы думаем, что единственное, что изменяется право выхода из общины и отсутствие переделов в передельной общине, тогда как с подворной общиной практически ничего не меняется. Соответственно, то, что меняется, если мы сравним то, что поменялось между передельной общиной до и после реформы, и сравним эту разницу с разницей, с тем, что изменилось в подворной общине до и после реформы, то, соответственно, мы можем в конечном счете выделить в чистом виде эффект отказа от переделов. То есть разница между подворной общиной до и после реформы – это чистый эффект по времени. Если мы отсюда мы можем смотреть на разницу между подворной и передельной, и, соответственно, в итоге прийти к тому, что нам нужно. И это то, что можно сделать. И более того, русская статистика начала 19 века, она довольно хорошая, и у нас есть много данных на губернском уровне. Подворные общины, предельные общины были сосредоточены в разных частях, в разных губерниях. Соответственно, сравнивая губернию с подворными общинами, с предельными общинами, мы можем вытаскивать эффекты переделов и эффекты продажи своих земель, выхода из общины и продажи земель. Потому что принесла Столыпинская реформа в передельной общине, вы можете выйти из общины и продать свой участок. И выясняется, что это оказало, эта возможность продажи участка оказала огромное влияние на распределение трудовых ресурсов внутри страны в начале 19 века. В частности, что происходило? В начале 20 века, в начале 20 века в районе вокруг Столыпинской реформы у вас есть большие незаселенные территории Сибири и перенаселенные территории Европейской России, в силу тех эффектов перенаселения, о которых мы говорим. Но одновременно у вас миграция ограничена в силу эффекта общины, в первую очередь потому, что крестьяне в передельной общине не могут продать свой участок и получить за него деньги. От миграции в Сибирь, даже если там есть большое количество свободных земель, на которых можно поселиться, она дорога. Соответственно, продажа и эффект этот может
вести к ослаблению вот этого эффекта финансовых ограничений, способствовать лучшему распределению ресурсов трудовых. И кроме того, может менять альтернативные издержки крестьян при переселении в Сибирь. Потому что до реформы альтернатива переселяться в Сибирь или не была какая? Много земли в Сибири при потере земли в Европейской России. После реформы что? Продажа переселения в Сибирь, много земли в Сибири при сохранении земли в Европейской России. Соответственно, меняется альтернатива, и это опять же может способствовать миграции. Что выясняется, опять же, это статистический анализ тех данных, которые в сравнении губернских различий миграции до и после реформы, выясняется, что в годы реформы крестьянская миграция в Сибирь из губернии из передельной общины возросла сильнее, чем из губернии из подворной общины. И чем больше было выходов из общины, тем сильнее была миграция в Сибирь. То есть, соответственно, Столыпинская реформа способствовала перераспределению ресурсов внутри страны. То есть у вас до этого в силу тех институциональных ограничений, которые были вызваны отменой крепостного права, есть просто недоиспользование земли в Сибири. И реформа может объяснить увеличение миграции, по крайней мере, на 20%. Если мы пытаемся пересчитать это в рост ВВП, то это порядка 5% роста ВВП за период с 7 по 14 год. Если при этом учесть, что средний рост ВВП в год на душу населения был в это время порядка 3% в год, то, соответственно, за 7 лет это 24%, 5% от 24%, как вы можете посчитать, это почти 20% всего роста ВВП в дореформе. То есть это показывает, как просто одна институциональная реформа позволяет увеличить благосостояние страны на 20%. Просто путем перераспределения ресурсов внутри страны за счет снятия институциональных ограничений. Теперь те земли, которые пустовали в Сибири, просто начинают использоваться. До этого было много труда в Европейской России, мало земли в Европейской России, много земли в Сибири, мало труда в Сибири. И перераспределение не происходило в силу финансовых ограничений, в силу, возможно, это было не всегда выгодно. Реформа решала эту проблему. Но это я сейчас говорил о Столыпинской реформе и распределении ресурсов. Другой аспект Столыпинской реформы – это реформа и урожайность. Тот аспект, о котором я говорил, что что сведение земли к одному месту позволяло переставать зависеть от общинных решений и использовать новые технологии. И опять же, сравнивая статистику урожайности до и после реформы в разных губерниях с разным количеством консолидации земельных участков, видно, что там, где больше консолидации земельных участков, по крайней мере, произведенных в рамках целых селений, там больше выросла урожайность зерновых с десятин. Почему? Потому что появляются стимулы и возможности к изменению новых технологий. То есть, опять же, это чисто институциональная вещь, без всяких технологий. То есть, когда, возвращаясь к модели Соло, о которой мы говорили полчаса назад, там помимо технологий есть еще и стимулы к использованию ресурсов, и институциональное ограничение на использование ресурсов. Соответственно, это пример того, как
институциональные изменения могут решать не все, но хотя бы часть проблем и способствовать экономическому росту. Последнее, о чем на этом я закончу свой пример с реформой, Столыпинской реформой. И последнее, о чем я хотел говорить, это другая реформа, реформа управления промышленностью, реформа совнархоза. Когда я говорил о экономическом росте в советский период, я говорил о том, что при тех ресурсах, которые были потрачены, выпуск был относительно низкий, относительно маленький. Соответственно, есть проблема стимулов к использованию, к работе и к использованию ресурсов в советской экономике. Я говорил о затратной экономике. Сейчас я хотел на этом немножко более подробно остановиться и говорить о реформе совнархозов как попытке преодолеть и решить эту проблему стимулов. Потому что откуда бралась эта проблема стимулов? Потому что у менеджеров или чиновников в советской экономике проблема с эффективным использованием имеющихся ресурсов откуда берется? В командной экономике или в нерыночной экономике все цены назначаются государством и не обязательно отражают рыночную стоимость, рыночную ценность тех или иных товаров. Соответственно, категория прибыль в такой экономике при таких ценах – это вещь, которая не имеет экономического содержания. Потому что я могу как угодно, допустим, у вас есть какие-то цены, вы производите что-то, у вас есть какие-то затраты, вы можете посчитать прибыль, но это будет бухгалтерская прибыль. Потому что полновик или государство может установить другие цены, и у вас будет убыток. Цены произвольные, они не отражают редкость ресурсов. Соответственно, прибыль в такой экономике, как индикатор развития, использоваться быть не может. Раз она не может быть использована, проблема с стимулами менеджера. Как она решалась? Она решалась через оценку итогов деятельности секретных менеджеров через валовое производство или процент выполнения плана. Но вопрос в данном случае, когда вы смотрите на валовый показатель, произвели 100 тонн стали. Вопрос, опять же, возвращаясь к контрфактическим историям. Вопрос, вы могли произвести 100, это много или мало? Вы могли произвести больше или нет? Или, если вы думаете, что 100 это много, вы произвели потому что, если я как ваш начальник думаю, что 100 это много, и оценивая ваши показатели, я думаю, что это вы хорошо работали или вам просто повезло? Потому что у вас была хорошая конъюнктура, потому что у вас было много труда, ваши рабочие просыпались с хорошим настроением по каким-то причинам весь год, у вас не было проблемы со всеми комплектуей, со всеми промежуточными товарами, вам все время подвозили уголь, чугун и так далее, у вас не было никаких простоев, ничто не ломалось, и просто вам так повезло. Соответственно, у меня, как у вашего начальника, если хочу вам дать стимул к развитию проблемы, как понять, вы хорошо работаете или плохо. И эта проблема стоит особенно остро при традиционной советской системе управления. Как была устроена советская традиционная система управления? Есть одно министерство управляет одной отраслью. То есть, условно, например, есть Министерство черной металлургии и Министерство текстильной промышленности. И оно управляет всей черной металлургией и всей текстильной промышленностью. Вопрос, значит, как все-таки я, представитель правительства, хочу дать стимулы министру черной металлургии и министру текстильной промышленности. Как я могу это сделать? Прибыль использовать не можно. То
Есть всякие технические показатели, которые вы можете попытаться использовать, параметры, знаете, что при таком-то количестве рабочей силы должно производиться примерно столько. Но опять же, это все не дает вам желаемой точности. Хорошая идея была бы сравнить работу министра черной металлургии с министром текстильной промышленности. Смотреть, насколько хорошо они оба работают. Ну, какая у нас есть в связи с этим проблема? Проблема в том, что они занимаются совсем разной работой. И сравнить их очень сложно. И опять же, если мы думаем, что если у нас есть усилия, случайные шоки, положительные или отрицательные, которые влияют на итоговый результат, то понятно, что случайные шоки в черной металлургии и в текстильной промышленности будут очень разные и вряд ли будут скоррелированы друг с другом. Поэтому, сравнивая их, у нас по-прежнему проблема, как их аккуратно и хорошо сравнить. Но, опять же, я обращаю ваше внимание, что это если мы организуем промышленность по отраслевой системе, когда у вас одно министерство, одна отрасль. Я говорю о реформе совнархозов. Что вы знаете о реформе совнархозов, кроме того, что я сказал? Ничего не знаете. Ничего никогда не слышали. Вот. Это единственный эпизод советской истории, когда система управления промышленностью была реорганизована с отраслевого на территориальный. Что, в принципе, вы можете точно так сказать, ну что, первый секретарь, говорим о советской истории, первый секретарь данной области отвечает за всю промышленность данной области. И упразднить все министерства. Ну, как только оставить какой-то координирующий орган, который будет заниматься координацией, в центре, который будет координировать ее деятельность. Но как бы мелочно, но управление будет сосредоточено на территориальном уровне. И это то, что было сделано при Хрущеве, когда эта система существовала, с 1957 по 1964 год. Отраслевой принцип был заменен территориальным. Почему это важно с точки зрения стимула? Чтобы вы не читали. Скажите, почему вот мы обсудили, что трудно сравнивать результаты разных отраслей? Но если мы заменим это территориально, даст ли нам это какие-то выгоды с точки зрения установления стимулов работникам в промышленности? Какую соревновательность? Да, нам даст это соревновательность. Мы бы и тут хотели организовать соревнования между черной металлургией и текстильной промышленностью. А в чем ее измерить? Но проблема в том, что с черной металлургией и текстильной промышленностью мы не можем сравнить друг с другом. С областями история другая. Да, конечно, области разные. Они менее разные, чем регионы. Регионы менее разные, чем отрасли. Соответственно, если мы видим две соседние области, одна работает хорошо, другая плохо. И мы помним, что у нас в нашей теории простой, мы думаем, что результат зависит от двух компонентов. От усилий руководителя и от случайных шоков. Если мы сравниваем две соседние отрасли, похожие друг на друга, мы можем считать, что у них одинаковые шоки. Соответственно, сравнивая их относительные результаты, мы можем выделить усилия чиновников. Если мы можем выделить усилия чиновников, мы можем указывать их, или наоборот, поощрять за плохие или хорошие результаты. Чтобы вы не думали, что это все так абстрактно, исключительно в приложении к какому-то черти, какому прошлому 50-летней давности, я вам скажу, что есть пример из современности. В современном Китае управление устроено по территориальному принципу. И есть работы, которые показывают, что центр четко проводит стимулы всем региональным руководителям, сравнивает результаты относительно друг друга. И это рассматривается как одна из причин успешного китайского развития в последние 20 лет.
Нечто похожее была попытка сделать при Хрущеве с 1957-1964 года. И карьеры секретарей обкомов были поставлены в зависимость от результатов промышленности, от результатов развития промышленности в уверенных им областях. У нас есть статистика развития промышленности в каждой области. Мы знаем карьеры секретарей обкомов. Соответственно, мы можем провести статистический анализ и сравнивать, как те или иные темпы роста влияют на вероятность повышения в карьере секретаря обкома или понижения в карьере секретаря обкома. И выясняется, что действительно такая статистическая связь есть. И центральная власть, то есть мы действительно находим, что центральная власть смогла улучшить стимулы чиновников в это время. Но возникает несколько вопросов у вас должно возникнуть, исходя из того, что я уже сказал. Я сказал про Китай, я сказал про успех стимулов в 1957-1964 год, успешное китайское развитие последние 20 лет, основанное на тех же принципах. В чем проблема? Или у вас нет? Видите ли вы проблему в этих двух утверждениях? Особенно если вы сравниваете, ставите их вместе. Китай работает. В Советском Союзе почему-то отменили. Более того, Советский Союз почему-то развалился потом. И темпы роста падали. И затратные были. Соответственно, вопрос заключается в том, что если центральная власть смогла построить такие стимулы к повышению к усиленной работе, и почему они не трансформировались в увеличение темпов роста в эти же годы. И вот здесь, на самом деле, я привожу историю этой реформы как пример того, что вот такой анализ, что история позволяет обратиться к ситуации, где ярко виден один важный параметр, который упущен, например, в анализе современного экономического развития Китая. Когда смотрится на стимулы секретарей обкомов китайских регионов, говорится о том, что это важный элемент их успеха. Поскольку у нас один Китай и одни китайские регионы, мы не задумываемся о том, что могут быть какие-то другие параметры, которые просто в китайском случае счастливо оказались удачными и дают такой результат, а в другом случае могли оказаться неудачными и привести ту же самую реформу, как в советском случае, к неуспеху. А именно я говорю о самодостаточности и взаимозависимости регионов друг от друга. Потому что какие стимулы получают секретари обкома в результате этой реформы? Если я работаю хорошо, то не просто хорошо, а относительно соседа, тогда моя карьера идет в гору. Есть два варианта работать хорошо относительно соседа. Либо упорно работать, либо второй вариант сделать соседу плохо. Если и помешать ему развиваться. Если регионы взаимозависимы и зависят от взаимных поставок, вы можете систематически срывать поставки соседу для того, чтобы он не достиг высоких темпов роста. И это повышает вашу вероятность карьерного роста. Соответственно, главное, что отличает, если мы возвращаемся к Китаю, главное, что отличает советские регионы от китайских, это размер и самодостаточность. Советские регионы, в Китае 30 регионов, в Советском Союзе было порядка 150 областей. Средний размер области существенно меньше. Можно по-разному мерить разнообразие производства в отрасли, но ясно, что оно не такое, в силу просто размера этих областей, не
более взаимозависимы друг от друга. Более того, если мы посмотрим, как развиваются наиболее разнообразные регионы в годы реформы совнархоза и менее разнообразные регионы, выясняется, что именно как раз наиболее самодостаточные, наиболее разнообразные растут быстрее, развиваются быстрее, и промышленность развивается быстрее, чем наименее разнообразные. Соответственно, возвращаясь к вопросу о том, чего советская реформа совнархоза оказалась неудачной, вот не был учтен важный параметр, а именно размер регионов, и была ошибка административного деления, что совнархозы вводились в текст границы областей, которые существовали. Более того, должен сказать, что Хрущев, когда собирался ввести эту реформу, сначала хотел ввести большие совнархозы, как раз понимая, что есть проблема кооперации между регионами. Почему он это не сделал? Потому что он пошел на поводу у политического лобби секретаря КОМ, которые как раз не хотели окрупнения, потому что это было понижение их иерархии. Половина из них должна была потерять свои позиции. Соответственно, это пример того, как политические причины были перенесены в жертву экономическим соображениям, что в итоге сказалось неудачно на всей реформе и стоило Хрущеву карьеры и самому, и я не говорю, что реформа советских совнархозов могла спасти Советский Союз, потому что Советский Союз был полон других проблем, но частично решение проблемы стимулов в этой системе она могла решить. Заканчивая эту лекцию по экономической истории, что она делает, я хочу сказать, что я постарался вам показать, что экономическая история изучает прошлое с точки зрения современной экономической науки, использует современную экономическую теорию и современные методы, о чем я говорю мало, потому что надо знать, чтобы их использовать. Главное, наверное, что отличает современную экономическую историю от истории, это то, что экономическая история знает сослагательное наклонение, как вы видите. Все время, когда мы анализируем прошлое в рамках такого подхода, мы думаем о том, что когда мы что-то оцениваем, мы строим какой-то фактический вариант развития и смотрим, успех или неуспех относительно этого. Вспомните, о чем я говорил в начале, когда мы сравнивали темпы роста в разные эпохи. Ответ на вопрос, какая эпоха была наиболее успешной, не так просто, потому что все зависит от критериев, которые вы предлагаете. И на примере реформы совнархозов, я надеюсь, что я вам показал важность истории и примеров из истории для экономической теории и для экономического анализа, потому что этот параметр размера регионов в применении была построена теория, китайские данные, но параметр размера регионов теоретически мог осознаваться, но эмпирически никто не мог понять, важно он или нет, до тех пор, пока не был рассмотрен пример из советской истории. Ну и обобщая ответы на те вопросы, которые я задал в начале, насколько богата Россия была в прошлом, теперь вы знаете ответ, что она была на уровне среднемировых стандартов на большей части своей истории, но уже в середине второго тысячелетия начала отставать от лидера. Другой вопрос, который я задал, когда экономическое развитие страны успешно, как мы обсудили, что этот вопрос требует введения критериев успешности, разные критерии мы обсудили, но главное, что это вот контрфактическая альтернатива. Нельзя просто следить на реализацию и говорить, это хорошо или плохо. Если вы так делаете, у вас есть имплицитная какая-то альтернатива. Экономисты всегда пытаются
сформировать ее дефицитно, и экономические историки не отличаются в этом смысле от экономистов. И я говорил о двух реформах. Одна, которая способствовала развитию, Столыпинская реформа способствовала преодолению всех институциональных проблем, связанных с русской общиной. И вторая реформа совнархозов, которая имела потенциал, но по тем причинам, о которых я говорил, не повлияла на темпы экономического роста в Советском Союзе. На этом я закончу. Если у вас есть вопросы, сразу отвечу. Внимание, замечание. Тогда